Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я хочу приготовить очень вкусный и простой пирог, но будет он у нас как торт с кремом. Нам нужно сделать заварной крем. Берем 2 яйца и добавляем щепотку соли. Добавляем 25 граммов кукурузного крахмала и 80 граммов сахара. Если хотите, можно увеличить количество сахара до 100 граммов. Но заварной крем, в принципе, можно всегда досахарить, так скажем, даже после того, как мы его заварим. Перемешиваем до полной однородности, чтобы не было комочков крахмала. Добавляем сюда 400 мл теплого молока. Молоко, в принципе, может быть и холодное, но если его подогреть, то крем у нас будет быстрее завариваться. Теперь ставим кастрюлю на огонь и постоянно помешивая, завариваем до загустения. Как только у нас крем начнет закипать, появятся первые пузыри, провариваем его еще 30-60 секунд, чтобы крахмал заварился. Вот, посмотрите, какой у нас густой уже получился заварной крем. Добавляю сюда 10 граммов ванильного сахара и также 40 граммов сливочного масла. Перемешиваем, чтобы масло у нас разошлось. Накрываем пищевой пленкой в контакт заварной крем, чтобы сверху у нас не образовывалась корочка, чтобы он не подсыхал. Для теста берем 3 яйца, добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать, постепенно добавляя 100 граммов сахара. И вот посмотрите, до какого у нас состояния взбиты яйца с сахаром. Они прям держат форму. Если у вас не слишком мощный миксер, то старайтесь хотя бы дойти до того состояния, пока вот след от венчика будет оставаться видимым 1 секунду. Добавляю сюда 3 столовые ложки растительного масла и перемешиваем. Смешиваем 70 граммов муки и 30 граммов какао. Также для перестраховки можете добавить сюда пол чайной ложки разрыхлителя, если вы не уверены, что хорошо взбили яйца с сахаром. Просеиваем сюда муку в 3 подхода и аккуратно перемешиваем лопаткой. Больше я уже миксер не использую. Вот посмотрите, зачем нам нужно просеивать муку и какао, потому что очень часто есть комочки в какао, то есть почти всегда. Так как какао, оно гигроскопично, впитывает влагу и комкуется. Когда мы его просеиваем, то мы избавляемся от этих комочков. У нас в тесте не будет комочков какао. Вот так вот перемешиваем. Я делаю такие вот движения, чтобы проще было все вмешать. Перекладываем тесто в форму. Диаметр формы 20 сантиметров. Дно и стенки я выстелила пергаментом. Можете выстелить только дно, а стенки смазать растительным или сливочным маслом и посыпать сверху мукой. Теперь берем крем. Он еще горячий, даже можно сказать, очень теплый. Это ничего страшного. Выкладываем его по центру. Так вот перекладываю. Пирог у нас называется вулкан, и вы увидите, как красиво он будет себя вести при выпекании. Если вы хотите, чтобы крем был более густой, то можно добавить больше крахмала. Я все же хочу, чтобы крем был нежным. Выкладываю крем по центру, как жерло вулкана. Вот так немножко разравниваю. Ставим выпекаться на 30 минут в прогретую заранее духовку до температуры 180 градусов. Верхний и нижний нагрев без конвекции. Посмотрите, какой красивенный пирог вулкана у нас получился. Вот просто даже трещинки есть и по центру лава. 30 минут он у меня выпекался. Готовность вы можете всегда проверить при помощи деревянной шпажки. Она должна выходить полностью сухой. Оставляем пирог в форме остыть хотя бы до теплого состояния. Потом будем снимать вот эту форму. Понятное дело, нам нужно, чтобы он остыл, чтобы крем внутри стабилизировался. Но если уж не втерпешь, то понятное дело, что можно разрезать, пока он теплый, но крем у вас будет растекаться. Чтобы бисквит был более влажным, я предлагаю вот так немножко пропитать его молоком, прямо в эти трещинки. Это не обязательно, можете просто потом его покрыть глазурью, но мне так нравится, как выглядит внешне сейчас вот эти трещинки, что я не буду покрывать глазурью, поэтому немножко пропитаю.
Пирог полностью стабилизировался, потому что он у меня простоял всю ночь. Если же вы не хотите так долго ждать, то, конечно, не ждите, просто дождитесь, пока он остынет. Если будете оставлять на ночь, то тоже накройте пищевой пленкой. Посмотрите, как хорошо пергамент отходит от пирога, совсем ничего не пристало ни к форме, ни к пергаменту. Если хотите, сверху можно еще покрыть шоколадной глазурью. Я не буду, как я и говорила, мне нравится, что это выглядит как настоящий вулкан. Пирог просто мягчайший, и бисквит, и нежнейший крем. Посмотрите, какой у нас с вами замечательнейший пирог. Крем очень нежный. Если вы хотите, чтобы он был более стабильным, то вы можете добавить больше крахмала. Но я говорила, что хочу, чтобы крем был нежнейший. Ну что ж, давайте возьмем немного бисквита и немного заварного крема. Очень нежный, просто тающий во рту заварной крем и вкуснейший шоколадный бисквит. Обязательно попробуйте так просто приготовить этот пирог. Выглядит он очень эффектно. Если хотите более густой стабильный крем, добавляйте не 25 граммов крахмала, а 35-40 граммов, и он у вас будет более плотный. Но при этом вы потеряете, конечно, нежность заварного крема. Я надеюсь, что вам понравилось. Всем пока, до новых вкусных рецептов!